Всем привет! В этом видео я раскрою тему весенних подкормок полностью. Рассмотрим все аспекты, которые влияют на сроки подкормки, форму подкормки и некоторые правила. Это видео не для тех, кому нужно показать «бери вот это, делай вот так прямо сейчас», а в следующем году он опять будет задаваться разными вопросами. Это видео для тех, кто хочет в корне разобраться, как правильно и уже имея знания подстраиваться под различные ситуации. Я неспроста стою вот так вот легко одетый уже, потому что тепло – это как раз основополагающий фактор различных наших умозаключений и контроля. Контроля температуры, контроля различных условий для подкормок. Итак, очень много существует различных советов в интернете, особенно в Ютубе, когда пчеловод открывает видео, не знает, когда оно, в какую конкретно дату снималось. Я же показываю дату в углу и температуру обязательно показываю. Сегодня у меня центральная часть Украины, Хмельницкая область, южная часть. Вот такая вот температура, такие погодные условия. Среднюю температуру вы видите на экране. Она взята из приложения с моими GSM-весами, где я могу наблюдать просто за этой средней температурой, видеть ее минимумы, максимумы и просто даже на экране видеть среднюю температуру. И также привожу вам на экране прогноз погоды на следующие дни. Мы эту информацию будем использовать в этом видео. Итак, первый момент. Когда именно можно подкармливать пчел жидкими подкормками? Сиропом, каким сиропом или есть ли какие-то заменители, варианты? В прошлом видео я сказал об этом первом моменте, и сегодня я его повторю и немножечко поясню. Почему нельзя подкармливать пчел ранней весной сахарным сиропом? Потому что сахарный сироп требует инвертирования. Пчелы не употребляют сахар в чистом виде. Поэтому даже канди на сахарной пудре также является не совсем приемлемым кормом, не совсем легким кормом для пчел, потому что все равно его нужно раскладывать на составляющие. Пчелы после зимовки, еще часть из них не способны, смотря какой возраст пчел, но часть из них не способны инвертировать сахар, поэтому не способны брать такие подкормки, в том числе и жидкий сахарный сироп. Те пчелы, которые способны, более молодое поколение, перезимовавшее, они будут изнашиваться на переработке этого сахарного сиропа и, соответственно, меньше проживут, меньше выкормят потомство. И ваша подкормка, которая влечет за собой желание простимулировать семью, подкормить, сделать лучше, делает только хуже. Второй момент, очень важный, о котором мало кто задумывается, особенно из тех, кто представляет улей как такую закрытую систему ведров, которые берут, льют, что-то кладут, добавляют. И на выходе, неважно там какая температура, думают, ну пока холодно, пчелы там, я же им дам, пока холодно, чтобы они же вылетать не могут, я им принесу, пусть они вот это возьмут, и пока холодно, они это употребят, и потом я открою, а там, почему это не работает? Это глупости, 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 которые просто, вводят в заблуждение тех, кто следует за такими глупостями. Почему? Объясняю. Потому что, чтобы поняли даже те, кому тяжело доходит. Свадьба, 3 дня празднуют, ешь, пей, что хочешь, никакого подарка не надо, полная халява. Приходи на все дни, но важное условие. Ни разу за 3 дня ты не должен сходить в туалет. Или так, сегодня ты на этом дне рождения, ешь, пей, все, что хочешь вообще. Вот шашлыки, машлыки, башлыки, все, что хочешь. Но в туалет сегодня не ходишь. Завтра приглашаем тебя опять на день рождения, ешь, пей, все, что хочешь. Думаю, идея понятна, мысль понятна, да? То есть, когда мы что-то даем пчелам, неважно, мед, сироп, еще что-то, мы зачем это даем? Первая цель, если его нет в улье, нет этих кормов. Поэтому, естественно, преимущественнее всего давать то, что пчелы смогут легко взять. Если кормов нет и холодно, мы даем им мед, для того, чтобы они это взяли, либо же инвертированный сахарный сироп, либо же канди, пасту какую-то на инвертированном сиропе, для того, чтобы им максимально облегчить участь, чтобы они просто это взяли и могли расщепить в виде энергии, когда начинается расплодная ситуация, расплодный период, когда уже закладывается первый расплод пчел, там ситуация, если в природе нет тепло,
пчелы летают, но деревья не цветут, мало пыльцы или ее вообще нет, человек где-то вот в таком месте находится, он хочет подкормить, дает какую-то специальную подкормку, канди с пыльцой, там пасту, канди с различными там пивными дрожжами, но это отдельная тема, много разных рецептов у меня в том числе на канале, поищите, потому что многие в комментариях спрашивают, не листая ленту, не листая видео прошлого года, весенние там и так далее. Я их добавляю внизу, пролистывайте, открывайте еще под видео, пролистывайте там 5 видео, которые я рекомендую, и также в рекомендациях в конце видео вот здесь на экране 1, 2, 3, 4 видео тоже стоят. Они бывают там такие же, бывают совершенно разные. Я обязательно рекомендую посмотреть определенные ролики по подкормке, по обработке и всему остальному. Итак, значит, дали мы пчелам для того, чтобы они дотянули, дали пчелам для того, чтобы они пополнили, то есть нет в природе, да, но появляются опять же советчики, которые говорят, да ты им сиропчика налей для стимуляции. Да, стимуляция, и я нисколько не спорю с самим эффектом стимуляции, но стимулировать нужно правильно. Нельзя давать сироп, когда холодно, потому что пчелы не вылетают. На вылет пчел нужно смотреть обязательно. Я не зря показал температурные графики, среднесуточную температуру и то, что ожидает меня с моим прогнозом погоды завтра-послезавтра. Если я вижу, что завтра-послезавтра, 2 дня после того, как я дам сироп, стоит теплая погода, пчелы будут вылетать, будут ходить в туалет, облетываться, потому что в улье они не какают, к вашему сведению, кто не знал, то обязательно сегодня могу давать. Если я вижу, что завтра нелетная погода, я не даю. Есть такое объяснение, которое можно сравнить, ну, в какой-то мере сравнить. Почему ветер дует? Потому что деревья качаются. Иногда говорят, что, и я такое тоже говорю, как бы объяснить уже, ну, хотя бы так, что не давайте перед холодной погодой, потому что и в холодную погоду стимулирующие сиропы, потому что они стимулируют вылет пчел за сиропом. Типа она сегодня увидела, ага, нектар, сироп, что-то где-то цветет, начинает искать. Но тогда теряются одиночные пчелы, которые вылетели, улетели, как голубь с Ноева ковчега, и не вернулись. Но тогда пчелы дальше не летят. Еще там 5-6 штук, 10 вылетит и не вернулись. Разведчицы погибли, застыли где-то. Но самая основная причина, почему нельзя давать перед холодами, именно потому, что пчелы потребят этот сироп. Да, они раскладут его по рамкам, но они интенсивно начинают из него также приготавливать корм для личинок и выкармливать расплод, потому что уже тепло было, облет был, пошел процесс, вы дали стимулирующие подкормки с определенными химическими веществами, витаминами, кобальтом, и процесс запустился. Пчелы начинают там что-то пытаться закладывать, развиваться интенсивно, и как результат они не могут облететься на следующий день, не могут еще через день облететься, и так всю неделю. Происходит перегрузка кишечника, пчелы вылетают в тумане, у них происходит брожение в кишечнике в этот момент. Если они не опоносились в улье за это время, то хорошо, как минимум они снизят вообще интенсивность развития, потому что им нужно вылететь. Как максимум и опонашивание может быть, если пчелы ослабленные из зимовки, и прочие подобные негативные явления. Об этом никто не задумывается, что это не просто ведро, в которое нужно заливать, это определенная фабрика, у которой есть вещества на входе и есть фекалии на выходе, также тоже, кроме расплода. Поэтому обязательно должна быть летная погода, среднесуточная температура, когда пчелки могут летать. Какая это температура? Это 12 плюс, если 12 и солнце. Если это пасмурная погода, то там ниже 15, как правило, вот такого лета, какой вы сегодня у меня наблюдаете, нет. Тем более сегодня лед такой ажиотаж. Показываю вам вот коротенькие видео, снимал сегодня, сколько пчелы тянут пыльцы. Просто мега. Это не просто облет вокруг меня, это сегодня бурный такой ажиотаж, сбор. Короче говоря, это работа, это рабочее состояние пчел. Вот в такую погоду, вот когда вот такая одежда у пчеловода, когда ты не мерзнешь на улице в футболке, тогда можно и рамки достать, когда ветра нет, сегодня ветрено, чтобы не было излишнего охлаждения. Вот тогда можно чего-то давать, и то там вечерком, теплым вечерком на ночь. И третий аспект, второму много уделили внимания, почему нельзя давать жидкие подкормки, любые влагосодержащие подкормки, сироп, даже инвертированный, медовую сыту. Третий фактор негативный в том, что вы повышаете внутри улья влажность воздуха. Пчелы не способны контролировать микроклимат в улье. Когда это происходит? Когда есть ночные заморозки, когда есть инерционность определенная холодов, и этот холод может продлеваться с ночи до обеда даже. То есть
Солнышко вышло сегодня, пригрело улей, улей нагрелся, стенки теплые, пчелки там себя хорошо чувствуют, но ночью мороз. И как бы не был прогрет улей, как бы не было внутри им там хорошо и приятно праздновать тепло и развиваться, но морозец поддавливает. Пчелы начинают немножечко меньше активничать на крайних рамках, собираются плотнее на средних рамках, а при сильных морозах вообще могут снова собраться в клуб, прямо на расплоде. Поэтому, друзья, если мы даем сироп, мы должны быть уверены, что пчелы поддерживают уже микроклимат в улье. Как это определить? Ну, по температуре можно определить, чтобы ночная температура не опускалась ниже плюс 5. Тогда в улье там значительно тепло. Показываю вам другой график в доказательство своих слов, не голословно я что-то утверждаю. У меня есть 2 улья на пасеке, сильная и средней силы семья, в которых стоят по 2 температурных датчика. Один стоит на улице, зовнешняя температура, и второй датчик стоит внутри, внутренняя температура, которая показывает температуру над клубом, над расплодным гнездом. И я вижу, какая средняя температура в гнезде. Мы видим там под 30 градусов, это наверху бруска, то есть это то рассеянное тепло от расплода, которое поднимается вверх. Так вот, когда пчелы по-настоящему могут поддерживать тепло, то есть они не в клубе, они занимают все ульевое пространство, могут его охватывать полностью все рамки, нет у них каких-то заплесневелостей, закислостей, там еще чего-то, нет вот этого тумана вокруг рамок, который окутывает их, то есть я имею в виду влажность. Также у меня в этих ульях, забыл сказать, датчик влажности стоит тоже в определенном месте, в зависимости от сезона я измеряю влажность, просто контролирую для того, чтобы потом рассказывать не просто кому-то, размахивая руками сказки, а реальные параметры, которые я вижу, которые я замечаю. Так вот, если пчелы не способны в улье поддерживать влажностный режим, то никакой жидкой подкормки быть не может. Потому что есть там с глечика наливают по рамкам в соты, потому что кормушек нет, или чтобы кормушкой не выстужать гнездо и так далее. В пакеты кладут, пакет порвался, залило всю семью нахрен, извиняюсь за французские слова. И получается, после того, как всех пчел залило, расплод тоже, мокрые пчелы никогда не могут поддерживать температуру в гнезде. Никогда. Поэтому мокрые пчелы в этом сиропе то же самое. Поэтому для того, чтобы поставить кормушку, для периодических и раз в 3 дня подкормок, необходимо также учитывать, чтобы вы этой кормушкой не охладили гнездо. Если пакеты кладете, то такие, в которых вы уверены, что ну точно там не прогрызут. Или использовать что-то внутриульевое. Короче говоря, нужно заботиться о том, чтобы не нарушить микроклимат. Ну и в выводе таком я скажу, что очень многие пчеловоды, опытные, с большим стажем, замечали, которые не просто вот брали сироп и разливали во все семьи, а, например, один ряд пролили, а 2 других, там 3 других нет, или там 10 семей взяли, 30 семей не проливают. И они потом замечали, что те семьи, которые были простимулированы жидкими подкормками, они показывали взрывное развитие на этапе вот этого стимулирования через недельку, 10 дней. Но те семьи, которые сидели, накапливали энергию, восстанавливались, были в состоянии покоя, потихонечку развивались, они потом обгоняли по развитию. Вот эти вот семьи, которые истратили свой ресурс, можно сказать так, можно добежать до определенного места, пробежать километр на скорость, добежать туда быстрее, если это сама цель. Но если цель сохранить ресурсы, не просто километр пробежать, а потом еще дойти до самого вечера, до какого-то другого населенного пункта, а просто медленно идти. И этот километр, и последующие. То есть силы распределяться, вот примерно так распределяются силы, энергия, жизнеспособность у пчел. И это не сказки. Следующий момент, почему видео и не 5 минут, я не стремлюсь к количеству роликов. Я хочу раскрыть тему, поэтому для вот тех писак, которые пишут, можно было бы покороче. Ну, покороче, слушайте, заплатите деньги, задайте вопрос и скажи, мне вот чисто покороче, вот моя ситуация. Я могу провести для вас индивидуальную консультацию. Для тех, кто адекватные, индивидуальные консультации для всех вас ждут в моем телеграм, не канале, в моей телеграм-группе. QR-код на экране, вы можете навести на экран, подписаться, снять видео, забросить туда и сказать, вот такая ситуация, вот так выглядят рамки, вот такие у меня семьи, помогите, подскажите, ну, если у вас там есть какие-то вопросы. Я бесплатно всем помогаю, что знаю, что подсказываю. Есть также у меня там в группе пчеловоды с большим стажем, опытом, и не обязательно, скажу вам, стаж и опыт, главное, есть просто умные пчеловоды, 2-й, 3-й год, но они уже разобрались со многими моментами и могут также вам ответить и подсказать, разобрать вашу проблему. Поэтому добро пожаловать. Итак, вторая часть видео. Чем конкретно подкармливать пчел, когда мы разобрались, когда давать, когда не давать, я думаю, все разжевал, размусолил. Теперь, чем подкармливать пчел, чем я стимулирую пчел и стимулирую ли я. Значит, ну тут вариант такой. Я никогда не стимулирую пчел, не гонюсь за каким-то
количеством, чтобы, ну, вот настимулировать. Я эти все стимуляции, все эти сказки прошел на заре своего пчеловодства. Подогрев семей, электроподогрев, какие-то еще там моменты и все остальное. Оно все имеет место быть, но в определенных моментах, ситуациях. Поэтому, если у вас в природе нормально там идет пыльца, что-то потом зацвело, нектарчики, все, хорошо вы там контролируете вес улья, видите, что пошел небольшой или там установившееся значение, или даже какая-то вот прибыль, или, допустим, хорошая семья в день берет у меня по весам 350 грамм корма, а потом раз и стала 250 брать, 200. То есть я вижу, что ну, она-то не стухла, не ослабела, она расширилась, но она потребляет меньше. Почему? Потому что приносит уже больше. Поэтому расход уменьшился. Вы видите, села на канистру, знает, что в канистре. Значит, поэтому я прежде всего делаю эти подкормки, они у меня получаются автоматически стимулирующими, но я их делаю не для стимуляции, а для профилактики болезней пчел, грибковых заболеваний и также для профилактики различных вирусных заболеваний, которые могут быть уже следствием вароатоза. Клещ – это первая проблема вообще, а все остальное – это вот эти вот болезни. Поэтому, друзья мои, вторая часть видео посвящена тому, значит, что и как. Значит, моя рекомендация – давать пчелам в качестве стимулирующей и профилактической подкормки инвертированный сироп. Вот у меня в канистре это инвертированный сироп. Посмотрите, он простоял всю зиму, такой холодный, ледяной, прям, что аж руки замерзают. Он у меня стоит в летней кухне, там очень холодно, еще градусов, наверное, 7, не больше. Вот, посмотрите, на дне нет абсолютно никакого осадка сахара. Он густой, мы видим, как бульбашка это плавает. Он густой, где-то, по-моему, концентрация у него 2 к 1. Я его развожу до концентрации 1 к 1 теплой кипяченой водой. То есть просто сюда вливаю воду, ну не в канистру, а в посудине, в которой смешиваю, и добавляю туда какие-нибудь препараты. Каждый год бывают разные препараты. В этом году буду новый тестировать препарат. Суть этого препарата в том, что это должен быть какой-то биостимулятор, либо пробиотик, который разрушает мембраны вирусов, мембраны бактерий, грибковых спор, которые могут находиться в улье, они там находятся, то есть для того, чтобы снизить вот эту патогенную микрофлору. А тогда пчелам развиваться намного интенсивнее, веселее и здоровее. Поэтому обязательно использую такие подкормки. Сколько я даю? Я делаю таблицу. Делаю по схеме. Например, у меня один препарат с сиропом идет раз в 3 или раз в 4 дня. Там я смотрю по инструкции, сколько его надо давать, сколько, какая кратность, 3-5 раз или же там до 8, до 10 раз бывают разные препараты. Значит, я использую какой-то пробиотик или специальный стимулятор. В этом году буду использовать стимулятор с нанотехнологиями там, и так далее. Покажу потом конкретно, как я это делаю. И в такой сироп я его добавляю по инструкции, разливаю в каждую семью 200 мл. И так делаю раза 3 как минимум. Это позволяет пчел реально простимулировать и подлечить, дать им такую иммунитетную защиту. Следующий момент – это обязательная дезинфекция улья. Там уже работает другой препарат, как правило, на водной основе, то есть его не нужно смешивать с сиропом, потому что с сиропом это внутреннее действие, которое действует через кишечник путем общего обмена веществ в улье, а уже препараты на водной основе, когда мы там капнули препарат в водный раствор, пролили по улочке или попшикали с распылителя, там росинкой или пульверизатор какой-то и так далее, опрыскиватель, оросили их туманом. Вот в таком случае нам с сиропом смешивать ничего не нужно, просто водным раствором обрабатываем. И чередуем эти препараты. Сегодня с сиропом стимулирующая лечебная подкормка, через 2 дня даем дезинфицирующую бактерицидную проливочку и так чередуем через каждые 3 дня сироп, через каждые 3 дня вот ту подкормочку. Выстраиваем определенную таблицу по схеме и таким образом работаем. Можно ли использовать обычный сироп? Да, можно на основании первого пункта, о котором сказано в этом видео. Мы его даем уже после того, как выйдет первое поколение молодой пчелы. Тогда можно давать и обычный сироп, вы не будете снижать потенциал пчел зимовалых и очень просто можете использовать тот сироп. Также, чтобы не заморачиваться с сиропом, вы можете использовать медовую сыту. Размешали мед 1 к 1, сделали просто такую сладкую медовую водичку. И то же самое делаете туда эти пробиотики, препараты стимулирующего действия. Можно ограничиться, просто кобальт хлористый продается в пакетиках. Можно использовать специальные приготовленные лабораториями ветеринарной медицины пробиотики и различные другие стимуляторы, которые можно добавить в сиропчик. И
все будет прекрасно. Впоследствии этого видео, чтобы успокоить ваши сомнения, потому что я много здесь наговорил информации, которая рубает топором по голове тех, кто вот, а вот мы так делаем, а вот мы так привыкли жить. Потому что, ну, немножко информация отличается от какой-то такой старой школы. Математику хочу привести вам в конце видео. Самую плохую сторону рассмотрим. Значит, ну, у нас там есть данные о том, что матка может сеять 4-4,5 тысячи яиц в сутки. Да, мы берем самую плохую ситуацию. Это 1800-2000 яиц в сутки может сеять пчелиная матка. Берем, опять же, по минимуму, по минимальному расчету такие цифры. Одна рамка полностью, додановская 300-я рамка, может быть засеяна маткой за 3 дня. Берем вот 3 дня. А теперь считайте, за 9 дней 3 рамки. 3 рамки пчел полностью. Да, это такая минимальный порог. А максимальный порог может быть и 6 рамок расплода. Что здесь необходимо для того, чтобы эта математика работала? Ну, заканчивается подсчет очень просто. 9 дней матка просеяла 3-5 рамок. И через 21 день уже эти пчелы вышли, да, ну, от первого дня. То есть, по сути дела, месяц с небольшим, это примерно 40 дней, если считать от 20 марта, таких вот стимуляций, подкормок и всего остального, либо же с 1 апреля, то уже к началу мая-10 мая у вас будет не просто готовая семья там на пчелопакет или еще чего-то, у вас будет огромная семья, которая готова лететь на поля с рапсом и собирать вам еще целый корпус 2 меда. То есть математика в том, что вы все равно успеете. Поэтому не торопитесь, не делайте вот этих преждевременных каких-то подкормок по холодному, а дождитесь реального тепла и тогда действуйте. Ну и, конечно же, самый главный, основополагающий момент для того, чтобы и математика работала, и все остальное у вас тоже потреблялось. Самое главное условие, это чтобы у вас с зимы вышло как минимум 7 рамок пчел. 6, ладно уже, 7 рамок пчел, не меньше. Если выйдет больше, будет только лучше. Почему? Потому что если у вас меньше 7 рамок на момент такого весеннего развития, то там некого стимулировать, некого там развивать к медосбору. На весенний мед можно слишком сильно от такой семьи не рассчитывать, если там меньше 6 рамок полностью обсиженных рамок пчел, потому что, ну, не может горсть пчел, небольшое количество, сделать чудо и прям развиться. Разовьются, но уже туда ближе к акации, липе, ну и, конечно же, подсолнуху. Итак, друзья, все по этой теме сказал. Считаю, что тема весенних подкормок раскрыта полностью. Объяснил, что, когда, почему нельзя, самое главное, когда можно. Теперь вы знаете эти условия и почему, причины, почему нельзя кормить раньше, и когда, и как кормить. Знаете все факторы. Ну и также различные другие моменты. Посмотреть варианты препаратов, чем я в прошлом году обрабатывал, можно в рекомендованных видео. На этом все. Спасибо за внимание. Всем удачи, бурного развития. А самое главное, мира вам и крепкого здоровья. Всем пока.